Давайте начнем еще с Горбачевского времени. Как вы вообще воспринимали жизнь в Советском Союзе? Вам ведь было уже под 30 в последние годы, да? Как вы себя ощущали в той жизни? И было ли у вас ощущение, что Советский Союз находится на грани распада? Ну, 30 лет мне исполнилось в 91 году, как раз когда Советский Союз развалился. Вот. Поэтому всю перестроечную эпоху, начиная с 85 года, когда Горбачев стал генсеком, в общем-то, я был достаточно молодым человеком. Сначала учился в аспирантуре, потом защитился в 87 году, потом работал в науке, преподавал в Политехническом институте. И уже только в 90-м году меня избрали председателем райисполкома в городе Сестрорецке. Это пригород Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда. Вот. И как я воспринимал? Ну, позитивно, конечно, воспринимал. Все это очень нравилось. Конечно, мы ждали каких-то перемен. Цой пел перемен, все хотим перемен. Мы ждем перемен. Вот. Поэтому, конечно, я молодой человек, так сказать, экономист, общение у меня, так сказать, в кругу достаточно прогрессивных, продвинутых людей. Все мы читали сам издат. Все понимали, какой ужас из себя представляет Советский Союз со всем его бэкграундом и так далее, и так далее. Конечно, мы все это воспринимали очень и очень позитивно, все, что делал Горбачев. Вы в партии состояли? Нет, я не был членом партии никогда. А было ощущение, скажем, в 88-м, 89-м году, что все катится под откос, и Советского Союза может скоро не быть? Или это стало неожиданностью? Нет, это стало неожиданностью, но, откровенно говоря, никто, так сказать, каких-то, так сказать, трагедий или горя какого-то в связи с крахом Советского Союза не испытал. Во всяком случае, мне не были известны люди, которые, так сказать, страдали очень от того, что Советский Союз перестал существовать. Тогда как раз всем очень нравилась идея, так сказать, развала Советского Союза. И, как вы помните, Беловежские соглашения были ратифицированы насплошь коммунистическим Верховным Советом, подавляющим большинством, и все нынешние, так сказать, критики этой крупнейшей геополитической катастрофы XX века тогда голосовали за ратификацию Беловежских соглашений. И в этом смысле, конечно, те времена сильно отличаются от нынешних, когда есть вот эта вот ностальгия по советскому прошлому, которая в достаточной степени мифологизируется теперь и обрастает какими-то такими чертами, которых в реальности не было. А те черты, которые, как говорится, не украшали этот Советский Союз, всеми забиваются, в частности, там очереди, дефициты, там политический контроль и так далее, и так далее. Все это забывается. Вот, ну это естественно. Та же самая ситуация здесь, в Германии, происходила в 30-е годы, когда идеализировалась имперская Германия, а Веймарская республика оказалась, так сказать, крахом и декадансом, и извращением. И совершенно перевирались результаты Первой мировой войны, и причины поражения и так далее, и так далее. Это, естественно, то, что происходит через 20-30 лет с массовым сознанием, особенно под воздействием пропаганды. А вы помните вот это противостояние Горбачева и Ельцина в те годы? Да, безусловно, конечно. Я помню. Но я воспринимал это как очень досадная, так сказать, вещь, потому что, безусловно, вместе они могли сделать значительно больше, чем поврось. Во всяком случае, мое личное впечатление было, что Ельцин просто мстил Горбачеву за тот страх, который он пережил в конце 80-х, когда Горбачев убрал его из руководства Московской партийной организации и перевел на госстрой. Ельцин ждал расправы, видимо, вполне, так сказать, обоснованно. Но расправа не наступила. Но, тем не менее, тот страх, который Ельцин пережил в связи с ожиданием этой расправы, он, видимо, был тем топливом, которое потом дало Ельцину как бы энергию для того, чтобы потом долго и нудно издеваться над Горбачевым. А в те годы, или, скажем, в 91-м году, у вас не было проельцинских настроений? Потому что все-таки он... Были, конечно. Были, конечно. Были, конечно. Потому что я так же, как и все остальные, считал, что Россия вслед за Прибалтикой это наиболее продвинутая, наиболее передовая часть Советского Союза, наиболее передовая, так сказать, республика. И если отделиться от груза среднеазиатских республик, тогда как раз не очень хотелось, чтобы Белоруссия и Украина отваливали.
Вот. И тогда, так сказать, реформы и движение в сторону Запада, в сторону европейской цивилизации будет более системным, более осмысленным, более последовательным и более быстрым. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы Советский Союз прекратил свое существование, и символом этого сепаратизма был как раз тот самый Ельцин, о котором мы сейчас говорим. А где вас застал путч 91 года? Путч 91 года застал меня в Санкт-Петербурге. Я тоже, как и все мои друзья, стоял всю ночь на Мариинской площади перед Мариинским дворцом. Мы ждали штурма. Тоже, как говорится, там переворачивали троллейбусы, строили баррикады. Все было как надо. А после путча было ощущение эйфории и ощущение, что дальше все будет достаточно просто? Было, безусловно, конечно. Расскажите немножко про это своими словами. Ну, сейчас я уже точно не помню, но казалось, что вот сейчас все препоны преодолены, все эти консерваторы, заскоруслые типа Лигачева посрамлены, и теперь вот начнется движение куда-то вперед, в сторону рыночных реформ, демократии и так далее, и так далее. Я очень позитивно воспринял, когда создали вот этот межреспубликанский экономический совет, или как там он назывался, во главе, по-моему, с Силаевым, туда Явлинский вошел и так далее. Казалось, что вот этого прообраз некого нового, как, так сказать, правительства конфедерации и так далее, и так далее. Но потом назначили Гайдара, Чубайса в ноябре 1991 года назначили в правительство. Они уехали туда, мы стали туда съездить с нашими питерскими, как говорится, группами, писать программу приватизации. И, в общем-то, дальше, так сказать, стало понятно, что никакого Советского Союза не будет, будет отдельное существование Российской Федерации как суверенного государства, что и случилось в декабре. Вот. Произошли Беловежские соглашения, и, в общем-то, с января уже никаких союзных иллюзий не осталось. И я воспринимал существование России как некую позитивную данность, и обсуждать это стало бессмысленно. А как вы попали в эту команду? Ну, это еще со студенческой скамьи, старые дружбы, связи, общение, семинары и так далее, и так далее. Ну, кто-то же пригласил вас работать в правительство. Меня в правительство пригласил Чубайс работать, конечно. Но с Чубайсом я познакомился еще там, в 1986 году, он отзыв на мою диссертацию писал. То есть это были отношения, которым уже было к тому времени несколько лет. А какая атмосфера тогда была вот в этом первом правительстве? Ну, я в него вошел чуть позже, я вошел в 93 году, а до этого я в Питере приватизацией занимался. Ну, атмосфера, как раз тогда, когда я пришел в правительство, второй раз пришел в правительство Гайдар. Он тоже где-то в августе 93 года вернулся в правительство. Вот. Мы с Гайдаром, и с Чубайсом, и со всеми друзьями остальными мы очень хорошо работали. Была очень позитивная атмосфера, очень высокий уровень доверия был, очень высокий уровень мотивированности. Вот. Была очень позитивная атмосфера. И забегая вперед, могу сказать, что Виктор Степанович Черномырдин, при всем при том, что у него был совершенно другой возраст, другой бэкграунд, он, в общем-то, вплоть до 98 года, он, в общем, играл очень большую позитивную роль и, в общем, не диссонировал с командой, скажем так. А как Ельцин, у которого был абсолютно другой бэкграунд и не было какого-то глубокого понимания экономических вопросов, как он сумел остановиться на Гайдаре, на Чубайсе? Ой, этого я не знаю. Я слышал много рассказов про это, но пускай лучше вам об этом расскажет Бурбулис, который, в общем-то, этим занимался. Поэтому все, что я знаю об этом, я знаю от Чубайса, Гайдара и Бурбулиса, ну и других персонажей, так сказать, этого порядка. И проще это от них услышать, чем от меня. Зачем я буду пересказывать историю, в которой я не участвую? Вы, по большому счету, курировали приватизацию. На втором этапе, когда чековая приватизация закончилась, и Чубайс ушел заниматься всем финансовым блоком, тогда вот, когда денежный этап приватизации начался, тогда уже я руководил приватизацией. И вот в свете этого опыта сейчас, когда прошло 25 лет, вы как-то переосмыслили то время? Все ли было сделано правильно? Что можно было сделать по-другому?
Ой, ну слушайте, этот разговор, так сказать, не на один день. Что можно было сделать по-другому? Нужно ли было делать так, как мы делали? Ну, слушайте, там, конечно, всегда, когда смотришь ретроспективно на свою деятельность, всегда есть желание что-то подправить. Но какой смысл сейчас это обсуждать? История не знает сослагательного наклонения. Что случилось, то случилось. Вот. Мне казалось, что теперь, вернее, мне кажется, что ваучерная приватизация не решила той задачи, которая перед ней поставлена была. То есть, в чем суть ваучерной приватизации? Привлечь народ к участию в приватизации и распределить бесплатно собственность среди народа, чтобы у народа было, так сказать, понимание того, что, в общем-то, приватизация – вещь справедливая. И они, как сказать, совладельцы всего этого, получают часть национального благосостояния. А минусы ваучерной приватизации очевидны. Это отсутствие поступления в бюджет, поскольку собственность раздается даром. Вот. Ну, так сказать, вот минусы мы получили, а плюсов никаких, потому что у народа создалось ощущение, что это какая-то афера, что неправда. Вот. И что его водят за нос, что его обманули, что все это, как, так сказать, сделано в интересах каких-то толстосумов и так далее, и так далее. Поэтому у школе у народа такое ощущение возникло, как в отношении ваучерной приватизации, так и в отношении денежной. И даже, по-моему, в отношении ваучерной даже в большей степени, чем в отношении денежной, что совсем абсурдно. Но, тем не менее, это такое восприятие народа данность. То уж тогда лучше было бы, так сказать, хотя бы бюджет пополнить. Если все равно ваучерная приватизация тех, скажем так, пропагандистских целей, которые она перед собой ставила, не достигла, но при этом мы лишились возможных поступлений в бюджет. Недостаточно разъясняли населению смысл происходящего? Ну, это длинная история. Здесь я как раз сильно отличаюсь в своем мнении от многих моих знакомых и товарищей по правительству и по тогдашнему вообще, так сказать, властному процессу. Я считаю, что прежде всего, конечно, это неправильная политика Ельцина в области средств массовой информации, когда он отделил правительство от ведущих СМИ и фактически контролировал их персонально, не давая, как говорится, правительству этого ресурса. И фактически с помощью этих СМИ делая правительство виновным во всех бедах. Эгоистически я понимаю его задачу вывести себя из-под удара, но в результате он остался без правительства, которое могло проводить какие-то дееспособные реформы. Ну, многие говорят, что Ельцин, наоборот, взял на себя какие-то удары, которые Да позволяли, ничего не брал, вранье все это. которые позволяли правительству Гайдара делать какие-то непопулярные шаги, а шишки валились. Слушайте, ну как только начались первые, так сказать, непопулярные шаги, он тут же сдал Гайдара. Гайдар не был премьером и года. Он тут же его сдал. Хотя все теперь говорят, что у него, конечно, даже и сами депутаты Верховного Совета, которые требовали отставки Гайдара, они говорят, мы были удивлены, что Ельцин так легко его сдал. Совершенно спокойно можно было его отставить. А народ был подкован достаточно для того, чтобы понять, что происходит? Это все-таки был советский еще народ, который совершенно не был образован в этом. Слушайте, народу нужно было объяснять, а для этого нужны были СМИ. А СМИ мы не контролировали. Это же было в интересах Ельцина объяснять, потому что все равно это под его... А я не знаю, в чем состояли его интересы. Может быть, в его интересах, а может быть, нет. Может быть, ему не хотелось, чтобы так называемые молодые реформаторы усиливались. Если бы мы смогли объяснить народу, что мы хотим сделать, быть может, мы стали бы значительно более мощной политической силой. А он этого боялся. Ведь смотрите, выборы 93 года, сразу после расстрела парламента, он же ведь ни слова не сказал в поддержку Демвыбора России. Отказался публично поддержать эту партию. Хотя это единственная партия, которая его поддерживала в его взаимоотношениях с Верховным Советом. Даже демократическое яблоко было против, так сказать, радикальных мер. Вот он его не поддержал. Результат мы знаем. Почему вы считаете, он не поддержал? Он боялся усиления Гайдара. Моя оценка проста. Мгм. Я думаю, что он боялся усиления Гайдара. Он боялся, что Гайдар станет самостоятельной политической силой, которую он не сможет контролировать. И представлял угрозу, так сказать, ему там в перспективе 96 года.
Поэтому он, так сказать, легко от него избавился в январе 1994 года, когда Гайдар с Федоровым, так сказать, подали в отставку, потому что не было той поддержки со стороны президента, на которую они рассчитывали. Вполне резонно после того, как они поддержали его в его взаимоотношениях непростых с Верховным Советом. Но он его сдал все-таки под давлением того же Верховного Совета. Второй раз на него никто не давил. Почему он его сдал, непонятно. Тот Верховный Совет, вернее, уже Государственная Дума, которую мы имели к 1994 году, она была вполне, так сказать, прореформаторская. И нужды сдавать Гайдара не было никакой. А как вы воспринимали противостояние Ельцина с Верховным Советом на протяжении 1993 года? Слушайте, я опять скажу банальность. Был, помните, весной референдум «да-да, нет-да». Результаты его очевидным образом показывали, что народ на стороне Ельцина. И то, что Ельцин сделал в октябре, нужно было делать весной. Тогда бы это воспринималось логично, и той жесткой агрессивной реакции со стороны Верховного Совета не было бы. И нужды стрелять бы не было бы. Верховный Совет, конечно же, весь период от референдума «да-да, нет-да» до осени он только набирал очки, а не терял их. И, к сожалению, та кровавая развязка, которая получилась в 1993 году, и в этом отношении я все равно поддерживаю, так сказать, действия Ельцина, тем не менее, ее можно было бы избежать, и не потеряв так много в своем имидже, если бы он это сделал весной, а весной он на это не решился. И мне кажется, что все последующие проблемы Ельцина, в частности, и падение рейтинга, и непопулярность, и так далее, они все имеют корни вот в этом вот кровавом начале октября 1993 года. Потому что при всем при том, что все понимали, что Ельцин прав, метод, который был избран для того, чтобы утвердить свою правоту, при всем при том, что логически все это объясняется, и что, так сказать, малой кровью предотвратили масштабную гражданскую войну по территории всей России, что иначе с бандитами нельзя, что они показали свое лицо при штурме Останкина. Все это я понимаю. Но, тем не менее, в массовом сознании, в народном, Ельцин потерял очень много от такого решения. Он не приобрел имидж крутого Петра Первого, но при этом имидж человека, который способен ради удержания власти на все, он отпугнул от него значительную часть избирателей, конечно. А разве действия правительства в период с референдума до осени это не была попытка избежать такого лобового противостояния, избежать вооруженного конфликта? Да надо было переходить в атаку, надо было просто, так сказать, брать на себя власть, основываясь на результатах референдума, распускать Верховный Совет, объявлять новый выбор. Что он и сделал в результате. Он все равно это сделал в конце сентября. Знаменитый его указ. Но к тому моменту инициатива была уже утеряна в значительной степени. И мне кажется, что момент для того, чтобы сделать это бескровно и красиво, и триумфально, он был утерян. Хорошо, давайте дальше продвинемся. Расскажите, пожалуйста, что такое залоговые аукционы? Буквально на пальцах, для тех, кто ничего про это не знает. Как это работает? Залоговые аукционы – это работает так, что мы объявляем конкурс. Тот, кто предложит наибольший кредит под тот или иной залог, тот получает этот объект в залог в обмен на кредит. И если мы кредиты не возвращаем, он вправе продать залог и получить деньги обратно путем продажи залога. То есть это был следующий этап приватизации. Как таковые залоговые аукционы – это вообще не приватизация. Покуда акции находятся в залоге, они остаются государственными. Вот на втором этапе, когда с кредитами не расплатились, тогда продажа этих залогов и есть приватизация. Поэтому сами залоговые аукционы – это, конечно, не приватизация. Приватизация была через год, через два, после того, как прошли залоговые аукционы, и когда правительство, находясь в тяжелейших финансовых ситуациях, вы знаете, какие были цены на нефть тогда, какой был дефицит бюджета и так далее, не нашло возможности оторвать деньги, там, условно говоря, от пенсионеров и заплатить олигархам, а предпочло отказаться от залогов, и залоги были проданы. А вы сейчас считаете, что это все правильно было выстроено?
Если смотреть на эту ситуацию с общих позиций, то, конечно, это была невыгодная для государства сделка. Но если смотреть с конкретных ситуаций того времени, 95-го, 96-го, 97-го годов, то, конечно, это было почти что единственное верное решение. По огромному количеству причин. Но назову только одну, на мой взгляд, важную. Может быть, не самую важную, но важную. Дело в том, что страна находилась в состоянии войны в 95 году. Она вела крупномасштабную военную операцию на Северном Кавказе. С привлечением войск и так далее. Можете себе представить, сколько это стоило. Так вот, этих затрат не было в бюджете. Формально считалось, де-юре, что Россия никакой войны не ведет. Понимаете, да? Вот это вот финансирование этой войны кто должен был осуществлять? Если в бюджете для этого денег нет. Они должны были откуда-то взяться. Должны появиться были сверхплановые доходы. Можете себе представить, чтобы Россия вышла на международный рынок заимствований с предложением «дайте нам денег взаймы, чтобы продолжать войну на Северном Кавказе». Понимаете, что это смешно? Никто бы денег не дал под такие облигации. Поэтому единственный источник был это распродавать имущество. Притом, при всем, что я еще раз говорю, что я противник этой войны был. Я помню, как она начиналась. Я знаю, кто был ее инициатором. И так далее, и так далее. Но к 95 году это была данность. Эта война шла. Остановить ее было невозможно. Давайте поговорим про Чечню. Как вы воспринимали Чеченскую войну? Как полное, абсолютное моральное разложение Ельцина. Она абсолютно никому была не нужна, никакой пользы не принесла. Угнесла огромное количество жизней, полностью подорвала доверие народа к власти. И нет ни одной причины, по которой ее нужно было начинать. Я не понимаю, почему нельзя было дать суверенитет Чечне. Все эти разговоры, потом пошел бы Татарстан, Башкортостан, все вранье и полная административная импотенция. Никуда бы они не делись. Потому что экономически Чечня была действительно анклавом, который никак не зависел от России. Они там фактически не вели натуральное хозяйство уже несколько лет. Никакой нефти они уже не добывали. И их совершенно спокойно можно было отрезать, тем более, что они имели, так сказать, внешнюю границу. А Чечня, Татарстан и Башкирия внешней границы не имели. Экономически были полностью завязаны со своей сернистой нефтью на нашу систему трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов, и никуда по ней не делись. И это был вопрос просто дипломатического, так сказать, искусства, переговоров с Шаймиевым и Рахимовым. То есть вы считаете, что Чечню нужно было просто отпустить? Да, это были чисто имперские амбиции Ельцина. Чисто совок. Ну, мне Черномырдин рассказывал. Я, так сказать, за что купил, за то продал, но я очень верю в эту историю о том, что Черномырдин как-то, так сказать, вечерял с Борисом Николаевичем. И зашел разговор о Горбачеве. Черномырдин периодически всегда просил за Горбачева, чтобы тот его не сильно, как говорится, унижал и мочил. Вот. Ельцин сильно не любил Горбачева. Вот. И там как-то он в разгоряченном состоянии, он как-то сказал Черномырдину: да что ты, говорит, его защищаешь? Там такую страну он развалил. Это уже было после, так сказать, Беловежских соглашений. На что Черномырдин сказал: Борис Николаевич, а вот если бы вы были президентом, вы бы не развалили? Он говорит: никогда. Никогда бы не позволил. Вот, собственно, когда он стал, он свою Россию он не дал развалить. Что из этого получилось, теперь мы знаем. То есть Ельцин сказал, что он никогда бы не позволил случиться... Да, на месте Горбачева он бы никогда не позволил случиться Беловежским соглашением. Никогда в жизни. И то, что он пошел бы на большую кровь, это мы знаем теперь. В отличие от Горбачева. Знаем почему. По Чеченской войне? И по Чеченской, и по тому же самому расстрелу парламента. Ну, расстрел парламента, это же... Ну, я имею в виду, что человек ради отстаивания своей позиции готов, так сказать, начать убивать. А Горбачев для отстаивания своей позиции, а Горбачев был искренний сторонник Советского Союза, не готов был убивать. Ну, там была Литва тоже.
Ну, слушайте, Прибалтика – это вообще отдельная история. Прибалтика никогда по-настоящему частью Советского Союза и не была, давайте будем говорить. Мы, даже граждане Советского Союза, Прибалтику воспринимали как некую заграницу, такая софт Европа такая. Каковой она и была фактически. А расскажите, пожалуйста, о роли Черномырдина. Знаете, когда я работал в правительстве, у меня с ним очень часто были конфликты, и я воспринимал его как старого, как говорится, кадра, и так далее, и так далее. А сейчас, чем старше я становлюсь, тем большее восхищение он у меня вызывает. Вот. Ну, потому что он был премьером с 92 года по 98 год, самые трудные 6 лет. И его позитивную роль очень трудно переоценить. Он соединял несоединяемое в одном правительстве, он умел договариваться с Думой, он умел удержать ситуацию от срыва, от каких-то прямых очевидных конфликтов, всегда находил компромисс. И тем не менее реформы продолжались. Он не отказался ни от одного из базовых принципов тех реформ, которые были провозглашены, когда он еще был просто членом правительства, министром топлива и энергетики, и когда премьером был Гайдар. Частная собственность, свободные цены, свободное движение товаров и услуг, свободный капитал, свобода внешней торговли. Ни один из этих принципов, пока Черномырдин премьером, не был утрачен. И эти реформы продолжались. При нем появился реально работающий рынок ценных бумаг, при нем появился реальный рынок капиталов, доступ на западные рынки капиталов. При нем Россия начала, так сказать, заимствование на внешних рынках, при нем наши компании стали выходить с IPO на Запад и так далее, и так далее. То есть, фактически капитализм построился при премьерстве Виктора Степановича Черномырдина. Все, что было сделано после него, это вот 1% к тому, что было сделано при Черномырдине. Но все-таки вы Ельцина совсем выводите за скобки. Вот все, что вы сейчас перечислили в таком позитивном ключе, это было не только при Черномырдине, но и при президентстве Ельцина. Это все происходило при Ельцине. А у вас вот этот негатив по поводу Ельцина, он и тогда существовал? Или вы как-то переосмыслили его роль в последнее время? Ну, сейчас мне уже трудно сказать, что появилось потом и что появилось позже. Безусловно, все, что мы пережили за последние 17 лет, после того, как Ельцин перестал быть президентом, это сейчас нельзя отбросить в анализе того, что нам Ельцин оставил. Вот. И этот негатив, наверное, все-таки сейчас сильнее, чем раньше. Вот. Но я могу вам сказать, что любое более-менее реформаторское движение, которое мы пытались предпринять, почти не встречало сопротивления внутри правительства. В аппарате, у Черномырдина и так далее, и так далее. И самые главные бои мы, конечно, выдерживали уже на уровне администрации президента. Вот. Самые неожиданные, реакционные, идиотские, глупые, провокационные действия, которые ставили нас в тупик, врасплох, в идиотское положение и так далее, они никогда не исходили от Черномырдина. Они всегда исходили из администрации президента в виде каких-то совершенно нелепых указов и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мне неизвестно, как это все обсуждалось на высших эшелонах власти, но начиная с 1993 года я, как член правительства, чувствовал усиливающуюся поддержку Черномырдина для нашей команды и слабеющую поддержку Ельцина. При всем при том, что, например, у Черномырдина с Немцовым были не очень хорошие отношения, а у Немцова были очень хорошие отношения с Ельциным, тем не менее, все, что удалось сделать Немцову, все это сделано было при поддержке премьера и при полном отсутствии поддержки со стороны Ельцина. А когда Борю начали телеканалы мочить, Ельцин палец о палец не уделал для того, чтобы его защитить. Как, впрочем, и всех нас. Это происходило, может быть, потому что Ельцину все-таки приходилось маневрировать. Между кем и кем? Между Думой Это и... вранье. Это вранье. Он маневрировал между нами и Гусинским с Березовским. Вот и весь его маневр был.
А Дума никакого отношения к этим играм не имела. Дума, весь Связинвест молчала. Весь. Вообще ни слова не сказал. Все визги и крики шли от 2 телеканалов, которые Ельцин собственными руками подарил 2 этим орлам. Лично, вопреки мнению правительства. Расскажите поподробнее. А что рассказывать-то? Ну, вы сами знаете, что первую кнопку он Березовскому подарил. Процесс Абрамовича с Березовским все, так сказать, выявил. Все это теперь стало достоянием гласности. Березовский пришел и сказал: Борис Николаевич, тут скоро выборы, вам нужна поддержка, дайте нам первую кнопку, мы ее будем финансировать, поскольку она лежит без денег, а у бюджета денег нет. И эта кнопка будет всегда за вас, а она самая главная пропагандистская дубина в стране. Ельцин ему отдал первую кнопку. Ну, там это было красиво оформлено в виде там еще каких-то олигархов, но на самом деле все это было под Березовского сделано. Проходит полгода, Березовский приходит к тому же Ельцину и говорит: да, Борис Николаевич, вы нам отдали первую кнопку, а источников финансирования не дали, поэтому дайте мне нефтяную компанию. Вопрос, понимаете, это же чистая афера. Если все так, как говорит Березовский, тогда это вообще непонятно. Но у тебя, Ельцин, есть и нефтяная компания, и канал. Ну так финансируй. Зачем ты отдаешь это Березовскому? Ну, зачем? Ну, я не знаю, зачем. Объясните мне. Это пускай там Валя Юмашев рассказывает, зачем это было сделано. И потом, когда он превратился с помощью этой дубины в самостоятельную политическую силу, Ельцин вынужден был с ним считаться. Это как? Ты сначала создаешь себе оппонента, а потом этот оппонент требует куска пирога властного. Это как? И потом ты сливаешь правительство, которое верой и правдой тебе 8 лет служило. Потому что этот, созданный тобой, и которого ты можешь в любую секунду прихлопнуть, как муху, просто отобрав у него первый канал, у тебя там 51%, но ты этого не делаешь. И почему-то ставишь себе это в заслугу. Вот. Ну, это царство абсурда. А давайте поговорим про выборы 96-го года. Вы считаете, что эти подарки, про которые вы говорите, это были призы за то, что бизнесмены и их СМИ вступили за Ельцина на выборах? Нет, подождите, первый канал отдали Березовскому задолго до выборов, чуть ли не в 94 году. А НТВ? А НТВ существовало и до этого. Оно существовало на коленке, так сказать, на какой-то частоте там учебного, да, а метровую частоту ему дал Ельцин, да. Бесплатно, опять же. Гусинский часто любил говорить, что он никогда никакой приватизации не участвовал. Так вот, он метровую частоту получил бесплатно. Без всякого аукциона. Что тоже, между прочим, нарушение закона о приватизации, где требуется конкурсное распределение, так сказать, госресурсов. А многие говорят, что медиа вступили за Ельцина, потому что владельцы масс-медиа сами понимали, что если... Да вранье все это. Все они понимали, но все равно они это делали за деньги. Им были заплачены бешеные деньги. И Гусинскому, и Березовскому. Без денег они этого бы делать не стали. По собственной инициативе. То есть вы считаете, что были какие-то недвусмысленные договоренности между каналами и администрацией президента о том, что ну, вы нас сейчас поддержите, а мы вам потом после этого дадим какие-то поблажки? Я уверен, что так оно и было, конечно. А расскажите немножко поподробнее про конкретных людей, про Березовского и про Гусинского. Что это были за персонажи? Да оба одинаковые. Аферисты, фанфароны, возомнившие о себе, так сказать, люди. Лишенные каких-либо, так сказать, серьезных базовых представлений об обществе, о своей роли в нем, о той ответственности, которая их налагает владение такими ресурсами и так далее. Они просто это использовали в своих коммерческих интересах. Не понимая, что они, так сказать, разрушают ту, так сказать, очень хрупкую и очень нежную ткань едва сформировавшейся демократии. И, в общем-то, гробят все. Демократию нельзя построить за 10 лет. Она строится годами, десятилетиями. И все люди, которые участвуют в этом строительстве, должны быть очень аккуратны. Покуда она, так сказать, не накачала мускулов, не закостенела, не превратилась в обычаи и так далее, и так далее. Нет, эти люди, так сказать, активно взаимодействовали со спецслужбами, активно взаимодействовали с коммунистами, активно, так сказать, шантажировали, использовали все это в своих интересах, подкупали журналистов, у которых возникло ощущение, что они уникальный журналистский коллектив. Вот. И они реально превратили, так сказать, свои каналы в орудие шантажа.
Березовский прямо говорил о том, что, так сказать, задача правительства выполнять волю крупного капитала. Но крупный капитал для него был это эвфемизм, подразумевающий его одного. Вот. Поэтому, ну, что тут про них говорить? По-моему, так сказать, вся история России после отставки правительства 1998 года, она, в общем-то, самым красноречивым образом говорит о том, что это были за люди и насколько они были прозорливы. Где сейчас Гусинский, где сейчас Березовский. Как они выстроили, так сказать, свое будущее персонально. А вы считаете, у них было серьезное влияние на Ельцина? Решающее. Решающее. В противостоянии с правительством летом 1997 года они победили. Они победили. Сначала было, так сказать, так называемое дело писателей осенью 1997 года, а весной 1998 года правительство Черномырдина было отправлено в отставку. Потому что они были уверены, что у них длинная скамейка, таких как мы много, и можно их формировать там 10 команд. Знаете, как в Германии сейчас модно говорить о том, что Германия может 3 равноценные сборные выставить. Вот такое же ощущение было. Вот, они посчитали, что они сформировали полноценное правительство, дееспособное правительство Кириенко. Так сказать. Через 3 месяца это правительство влезло в дефолт. Вот. Потом они сформировали правительство Примакова во главе, так сказать, с экономическим блоком, бывшим председателем Госплана, вот, который почему-то считается сейчас самым либеральным. Результатом стало, так сказать, избрание Путина и Чеченская война. Мы чуть вперед забежали, давайте... Нет, а почему? Это через год уже случилось. Через год. В сентябре сформировано правительство Примакова. В сентябре через год Путин стал его премьерой, если не раньше. Я хочу не помню поподробнее точно. про это, но давайте сейчас к 96-му году вернемся. Да. Расскажите немножко про выборы. Вы, насколько я понимаю, хоть и неформально, но принимали участие в предвыборной кампании, соприкасались с аналитической группой. Расскажите, это были честные выборы, и что значит честные или нечестные вот в том контексте? Ну, мое участие в работе этой группы, оно было крайне эпизодическим, и системно я в ее работе не участвовал, но все люди, которые входили в эту группу, они мне были лично известны, и с ними, конечно, я очень часто и много общался на эту тему. Достаточно сказать, что, например, в эту знаменитую ночь, когда снимали Коржакова-Барсакова, и когда Астафьева с Лисовским арестовали, мы все сидели, включая, кстати, Немцова, у Березовского в офисе на Новокузнецкой. И все это, так сказать, в режиме онлайн переживали. Я там встречать ездил Аркашу из тюрьмы и так далее, и так далее. Вот. Но я еще раз говорю, что я не имел системного представления о том, как все это работает. Я каждый день там не был, и у меня была своя работа, и я должен был заниматься, так сказать, приватизацией, которая, кстати говоря, продолжалась в то время. Вот. Насколько они были честные? Но эти выборы были, несомненно, значительно более честные, чем все выборы, которые провел Путин. Вот. Ну, просто вот на несколько порядков более честные. Никаких подтасовок мне, во всяком случае, неизвестно было. А все, так сказать, мифы, которые появились про эти выборы позже, они все были, так сказать, на уровне «одна бабушка сказала». То есть никто никаких конкретных фактов, в отличие, например, от тысячи и миллионов фактов подтасовок сейчас, там и карусели и так далее, которыми завалены российские суды, предъявить никто не может. Вот. Да, безусловно, у Ельцина был непропорционально большой финансовый ресурс. Но в этом в том числе и сказывается то, что его политика в большей степени одобрялась бизнесом. Ну вот, да, у Ельцина был больше властный ресурс. Но я могу вам сказать, что ни Явлинский, ни Зюганов не имели, так сказать, тотального запрета на проникновение в СМИ, например. Они могли совершенно спокойно вести агитацию, и для этого не надо им было получить разрешения какие-то и так далее. Поэтому нет, я думаю, что эти выборы были... Если вот вы хотите от меня такой черно-белой оценки, то это были честные выборы. К нему, безусловно, были какие-то замечания, но если вот выбрать между черным и белым, то это, да, были черные. Это были белые честные выборы. То есть тогда вы все-таки были классово близким человеком для команды Ельцина? Я не знаю, что такое команда Ельцина. Вот что такое команда Ельцина? Кто? Вот Ельцин стал президентом там в каком? В 91 году, да? Перестал быть президентом в 99 в декабре, да, там, на Новый год.
Вот. Он 9 лет был президентом. За это время у него тут штук 10 команд сменилось. Начал он с Петровым, Скоковым, Лобовым, Строевым и так далее. Потом у него был Гайдар, потом у него был Черномырдин, потом у него была Любовь с Лебедем. Да? У него много там всяких команд было. Поэтому что такое команда Ельцина? Команда Ельцина – это даже не Юмашев и Дьяченко, да? Потому что тоже они стали частью его команды там, во второй половине 90-х. А в первой половине 90-х там это был Коржаков, Барсуков, Сосковец. Да? Вот. Поэтому, когда вы говорите «команда Ельцина», вы назовите мне, что такое команда Ельцина? Когда я говорю в этом случае, Команда Ельцина – это он один. я имею в виду молодых реформаторов, так Я называемых. был членом команды Гайдара Чубайса. Отчасти я был членом команды Черномырдина. И никаких больше команд у меня не было. Вот. А если, так сказать, мои вожди, так сказать, вступали в коалицию с какими-то другими, так сказать, крупными чиновниками, я это не обсуждал, потому что вассал моего вассала не мой вассал, также и сузерен моего сузерена не мой сузерен. Как они там договорились с Ельциным, это их дело. По-моему, они договорились плохо. Но, к сожалению, у меня в тот момент не было возможности передоговориться по-другому. И уж точно я бы не смог договориться лучше, потому что я плохой переговорщик. Я достаточно командный игрок, но я не умею вести переговоры. Я не знаю искусства компромисса. Я могу что-то сдать существенное, что мне кажется несущественным. А могу получить несущественное, что мне кажется существенным. И в этом отношении я плохой переговорщик. Вы сейчас максимально отстраняетесь от Ельцина, но при этом вы все равно работали всегда в команде Чубайса, который все-таки неизменно был членом команды Ельцина и не просто рядовым членом команды. Но у меня к Чубайсу вообще нет вопросов до того момента, пока его не выгнали из правительства. До 98 года, мне кажется, он был идеален. Без всяких сомнений. Потом, как сказать, жизнь так развернулась, что каждый стал за себя. И тоже в этом отношении какие могут быть? Какая может быть команда, когда у тебя нет ресурсов ее содержать? Вот. Он набрал одну команду, потом у него появилась другая команда, третья, там, 10-я. Это уже все взрослые люди, и все должны быть к тому готовы, что рано или поздно команда развалится. Ничего не существует долго, даже Битлз развалились. Вот только Роллинг Стоунс до сих пор функционирует. Вот, кстати говоря, 12 сентября я иду на их концерт здесь, в Мюнхене. Да, на Олимпик стадион, да. Уже 4-й раз. Я уже 4-й раз пойду на их концерт. Я очень люблю Роллинг Стоунс. А можно про два надоевших момента теперь, про которые, я уверен, вам уже надоело рассказывать, немножко про коробку из-под ксерокса, потому что вы все-таки были непосредственным участником. Я не был участником. Я не носил коробки из-под ксерокса. Я ее даже не видел. Ну, расскажите, что вы про это знаете. Что это были за деньги? Это был какой-то кэш, который, так сказать, обналичили в банке, в каком-то, я не знаю в каком, Аркадий и Лисовский, которые отвечали за программу «Голосуй или проиграешь». То есть, это артисты ездили по стране, выступали по телевидению и так далее, и за это им платили гонорар. Это была их зарплата, которую Аркаша отдал Лисовскому, Лисовский должен был отдавать артистам. Все. Лисовский был известный в тот момент, там, я не знаю, продюсер, импресарио, который, так сказать, был знаком со всеми артистами, всех их продюсировал, и поэтому это было вполне логично, что он имел с ними контракты, по которым платил зарплату. Все. Откуда этот кэш? Насколько это было законно? Платили ли они с этих доходов гонорары? Это вопросы не ко мне. Я знал, что эти люди выступали, им за это платили деньги. Все. Кто их платил, фиг его знает. Но там было не бог весть, там, по-моему, $500 000 было. Это мог быть и Потанин, это мог быть и Ходорковский, это мог быть там кто угодно из тех людей, которые ходили в штаб, включая того же Березовского, например, или там по его указанию Абрамовича. А почему служба охраны президента вдруг решила вставлять палки в колеса избирательной кампании президента? Ну, потому что к тому моменту, как мне кажется, вы знаете, что формально существовал еще избирательный штаб во главе с Сосковцом, куда входили Коржаков и Барсуков. И когда они поняли, что даже Ельцину уже понятно, кто помогает ему стать президентом, а кто, так сказать, при этом просто присутствует, они поняли, что после 96 года, после победы на выборах, которая уже была очевидна, это же произошло между первым и вторым турами,
А многие ваши, ну, скажем так, соратники, тот же Чубайс в первую очередь, и Нечаев, и Бурбулис, все реформаторы, либералы-демократы тех лет говорят про Ельцина как про человека, у которого в то время была народная поддержка, был мандат на реформы от населения, и он, жертвуя этой народной поддержкой, беря на себя удары, давал демократам делать экономически непопулярные шаги. То есть он как бы жертвовал своим народным авторитетом для того, чтобы обеспечить правительству возможность проводить экономические реформы. Ну и что? Ну, это их точка зрения. Я такой точки зрения не придерживаюсь. Я не считаю, что либеральные реформы каким-то образом подрывали авторитет Ельцина. Авторитет Ельцина подрывали другие вещи. Например, Чеченская война, например, стрельба по парламенту, например, его заигрывание, так сказать, с Березовским и Гусинским. Вот эти вещи подрывали его авторитет. А либеральной реформы нет. Если бы он дал нам возможности доступ к СМИ, чтобы народу объяснить наши реформы, то этих издержек не было, а бы наоборот поддержка была только росла. Вот. Он этой возможности нам не дал. Он сразу на министра печати поставил Полторанина, человека, который был категорически против каких-либо реформ, был ортодоксальный, скажем так, дирижист и вообще, так сказать, консерватор. Вот. И в этом отношении, и потом это были всегда люди, которые отнюдь не хотели с нами сотрудничать, и Миронов, и так далее. Я уж не говорю про средства массовой информации, о которых мы уже говорили. Вот. Поэтому, вот посмотрите, там одна из столпов независимой печатной прессы была независимая газета во главе с Виталием Третьяковым. Что сейчас представляет из себя господин Третьяков? Главный охранитель, так сказать, который требует просто убить всех, так сказать, оппозиционеров физически. Поэтому завкафедрой телевидения МГУ человек, который ни дня не работал на телевидении. Ни одного дня. Вот. Ну, что я могу сказать? Вот. Поэтому мне кажется, что это авторитет Ельцина подрывали совершенно другие вещи, включая его пьянку. Вот. А не то, что он там поддерживал демократов. Но каким образом его авторитету повредила бы поддержка Немцова, например, в 1997 году, когда его 2 канала мочили с 2 стволов? И вот эта вот иллюзия о том, что Немцова, так сказать, дискредитировали, начали каналы и работать против него, начали НТВ и ОРТ после Связинвеста, когда Немцов там однозначную позицию по Связинвесту занял. Это вранье. Это вранье, которое выгодно тем людям, которые, так сказать, пытаются сформировать новое представление об истории нашей. Немцова они начали мочить до Связинвеста. Как только он приехал в Москву, его сразу начали мочить. Белые штаны были до Связинвеста. И так далее, и так далее. И к тому моменту, когда Немцов, кстати, не очень сильно поддерживал Связинвест, он вообще никак не участвовал в приватизации Связинвеста. Это делал я и отчасти Чубайс. Вот. Они его уже к тому времени мочили по полной программе. И к лету, когда был Связинвест, к концу июля, они уже серьезно подорвали его авторитет. В том числе и в глазах Ельцина. И Ельцин палец о палец не ударил, чтобы поддержать Немцова. Хотя Немцов был изначально популярен, и если бы Ельцин его поддержал, это бы только ему помогло. Он этого не делал. Поэтому говорить о том, что, так сказать, поддержка демократов каким-то образом негативно сказалась на имидже Ельцина, я с этим не согласен. Я считаю, что его имидж уничтожили совершенно другие вещи. Прежде всего, вот это вот постоянное заигрывание с вымышленными им же политическими фигурами, типа какого-нибудь Скокова. Он же сам его придумал, этот матерого товаропроизводителя, а потом вынужден был с ним считаться. Понимаете, да? То же самое Березовский, которого сам из пальца высосал Ельцин. И потом вынужден был с ним считаться. То есть вы считаете, что у Ельцина не было какой-то осмысленной демократической позиции, а он просто... Не, ну, понимаете, человек, который, так сказать, такое политическое животное, да, он, так сказать, изначально нацелен на захват власти, на рост по лестнице добирания до уровня царь горы, да. Вот он приходит, так сказать, есть данность. Есть некий такой или компромиссный половинчатый Горбачев, и есть общий народный тренд на более радикальное движение вперед. Я возглавлю это радикальное движение, и с помощью его, так сказать, заберусь на царь горы. Но в тот момент, когда я туда забираюсь, мне это движение уже не нужно, оно мне мешает. И поэтому я от него отделяюсь и становлюсь таким же, так сказать, охранителем и так далее, и так далее. И преемники себе беру такого же, как я, которому все это, так сказать, нужно всего лишь как средство, а не как цель. А почему Немцова начали мочить, как только он переехал?
Ну, слушайте, на это есть масса причин. Я думаю, что Гусинский его начал мочить по одним причинам, Березовский по другим. Березовский его сначала не мочил, мочил его один Гусинский. Гусинский его мочил, как я понимаю, потому что слишком много было инвестировано к тому моменту в Явлинского уже со стороны Гусинского и вообще, так сказать, московской группировки во главе с Лужковым. Вот. И Немцов был очевидный конкурент на предстоящих выборах президента Явлинскому. И поэтому с Явлинским, видимо, уже были какие-то договоренности к тому моменту. Во всяком случае, ему казалось, что у них есть эти договоренности. Потому что Григорий Алексеевич тоже человек малопредсказуем в своих обязательствах перед спонсорами. Вот. Ходорковский вам много про это может рассказать. Вот. Им казалось, что у них есть договоренности с Явлинским, и лишний игрок, тем более такой сильный, как Боря, в тот момент им на поляне был не нужен, поэтому нужно было его ослабить. Может быть, на каком-то этапе они бы перекинулись с поддержки Явлинского на поддержку Немцова, но тогда они бы эту поддержку уже на что-то разменяли. Вот. А покуда Боря был силен, у него был рейтинг 7%, ему, так сказать, их поддержка была не нужна, поэтому они должны были показать свою силу. Вот почему они его мочили. А Березовский сначала, который поддерживал приход Немцова в правительство, как вы знаете, он и себе в том числе приписывал, у него тоже было такое приписывание неких подвигов себе. Вот. Он и себе приписывал идею, так сказать, перевода Немцова в правительство. Он, насколько я понимаю, оскорбился тем, что Немцов в обмен на такую чудовищную услугу, которую ему оказал Березовский, не стал поддерживать его кандидатуру в совет директоров «Газпрома» на пост председателя. Вот. Он уже, казалось, ему обо всем договорился, и тут Немцов стал, как говорится, поперек его пути на пост председателя директоров «Газпрома», и Немцов эту его идею завалил где-то в конце мая, в начале июня, и с этого момента, конечно, уже ни о каком, так сказать, ни о какой поддержке со стороны Первого канала Немцова речи быть не могло. И таким образом мы имели, так сказать, полномасштабный конфликт Немцова и с Гусинским, и с Березовским накануне Связь-Инвеста, а вовсе не в результате его. Ну, позиция, скажем, Анатолия Борисовича Чубайса, что команда молодых реформаторов отстаивала правильную приватизацию. То есть, кто больше заплатит, тому и отдадим, потому что мы радеем за государственную казну. А на той стороне были плохие Гусинские с Березовским, которые хотели как-то там все сделать по договоренностям, под столом обо всем договориться и все распределить, а президентская команда во главе с Чубайсом и Немцовым им этого сделать не дала. И что случилось с президентской командой в результате вот этого подвига? Что? Ее убрали. Кто? Ельцин. Так, значит, она не президентская была команда-то? Ну, подождите, Ельцин же Чубайса не просто Ну, так а как? убрал. Там же дело писателей в результате «Связь Инвеста» вылезла. И Немцову Ельцин сказал: Боря, я устал тебя защищать. Уже по другому поводу, Да правда. он его ни разу не защищал. Ни разу. Ну как, до этого момента он его... У меня вообще почти- складывается впечатление, что он специально его привез в Москву, чтобы, так сказать, не дать ему возможность нарастить политический вес в должности губернатора. Он ему мстил за то, что тот его не поддержал в Чеченской войне. И собрал 1 000 000 подписей и принес ему его в кабинетах. И он его специально выдернул, чтобы его мочить начали под его личным непосредственным контролем, и чтобы Ельцин этот процесс мочения мог контролировать. Знаете, как этот Вито Корлеоне говорил, что держи, так сказать, друзей близко, а врагов еще ближе. Так вот он совсем близко. Там он где-то в Нижнем, черт его знает куда. Он такой самоходный, Боря, еще, так сказать, вырастет до политика федерального уровня. А тут он у меня под контролем. Лишен, говорит, возможности опираться на электорат, поскольку это неизбираемая должность. Он от меня полностью зависит, я его в любой момент могу снять. Вот здесь его и мочите. Альфред Ингольевич, вы на самом деле считаете, что Ельцин позвал Немцова в правительство именно для того, чтобы не дать ему подняться в Нижнем и, как вы говорите, мочить его в Москве? Ну, я этого не исключаю. Вы знаете, есть вещи у людей, которые, скажем так, изначально имеют очень хорошие способности заниматься политикой. Они многие вещи, которые мы с вами проговариваем и осознаем, они это делают инстинктивно, просто по наитию. И это всегда получается лука в строку, понимаете? И я не исключаю. Ельцин был чрезвычайно талантлив как политик.
Вот как вот политическая машина, которая, так сказать, нацелена на захват власти. Вот, и удержание ее. И поэтому я не исключаю, что он в том числе и такую возможность предусматривает. А если у него получится, я его поддержу, и тогда, так сказать, у меня будет преемник лояльный мне. А если у него не получится, значит, не получится. Поэтому, когда мне Боря очень много рассказывал эту историю про то, что я устал вас защищать, но он нас ни разу не защищал. Никогда. Я не слышал ни разу ни одной публичного выступления Ельцина в поддержку нас. Вот он назначил, вот сейчас молодых назначил, новое правительство, все, точка. Больше он к этому вопросу не возвращался. А в чем на самом деле заключался конфликт вокруг Связинвеста? Ну, в этом и заключался, что они хотели дешевле, чтобы мы им продали целевым образом. Мы сказали, кто больше заплатит, тот и молодец. Но самое главное, что они с этим согласились. Ну, это длинная история. Они с этим согласились, но когда проиграли, им то, с чем они согласились, им не понравилось. Насколько я понимаю, их Потанин просто обманул. Он им сказал, что напишет одну цифру, написал другую. А они думали, что он им сказал правду, написали цифру больше. А он написал еще больше. Вот и все. Но поскольку они с этим сделать ничего не могли, они решили, так сказать, знаете, как пьяница, который ищет потерянные часы не там, где их потерял, а где горит фонарь, потому что там светло, да? Поэтому так и они, так сказать, поскольку с Потаниным ничего сделать не могли, они решили мочить нас. И требовать от нас отменить результаты аукциона. Осторожно, сейчас стул на кабель наступит. А почему убрали Черномырдина? Сколько я понимаю, потому что Черномырдин отказался, так сказать, продемонстрировать лояльность Березовскому с Гусинским. Хотел проводить самостоятельный курс, ровно потому же, почему и нас убрали. А повторите, пожалуйста, это полным предложением. Ну, Черномырдина убрали ровно потому же, почему и всех нас постепенно убрали. Потому что у Березовского был тезис о том, что правительство должно подчиняться его воле. Он это называл крупному капиталу. Вот. Насколько я понимаю, те люди, которые поддерживали Березовского в администрации президента, в частности, там Юмашев и дочь президента Татьяна, они тоже такого же мнения были. Они считали, что, так сказать, мы должны быть благодарны Березовскому, что папа остался у власти. Вот. И поскольку правительство, так сказать, исповедовало другую точку зрения, что вообще-то оно должно интересами государства и страны руководствоваться, а не интересами Березовского, то вот это правительство и было заменено. Уж не знаю, насколько новое правительство было подчинено воле Березовского, вот, но так или иначе правительство, собранное там в 1997 году, весной, в марте же 98-го было распущено, было создано правительство Кириенко. То есть вы хотите сказать, что у Березовского и Гусинского было такое влияние, что они могли повлиять и на смену правительства? В тот момент я уверен, что так оно и было, да. Именно благодаря капиталам, которые они копили? Нет, именно благодаря влиянию на средства массовой информации, которые они имели. С точки зрения денег, они были не самые богатые люди в стране. Их главный ресурс был, конечно, информационная дубина, которую им подарил Ельцин. И потом уже ничего не мог сделать с этими дубинами и вынужден был плясать под их дудку. А почему потом он уже ничего не мог сделать? Все равно же... Ну, я не знаю, потому что он... Его, видимо, смогли убедить в двух вещах. Во-первых, в том, что он выдающийся поборник свободы слова. И это одна из главных его достоинств как президента. С чем он и уйдет в историю. А во-вторых, отнимание ОРТ у Березовского будет очевидным шагом против свободы слова. Вот. Ну, забегая вперед, скажу, что я с обоими этими тезисами не согласен. Вот. Но уж со вторым-то точно. И отбирание ОРТ у Березовского будет просто восстановлением справедливости. Поскольку нельзя государственную собственность дарить. Меня часто упрекают в том, что мы за бесценок продавали, так сказать, те или иные активы. Я считаю, что это не так, поскольку мы продавали за то, за сколько они в то время стоили.
Если они стоили бесценок, значит, мы продавали их за бесценок, но это была рыночная цена. Ну, окей, но уж точно меня нельзя упрекнуть в том, что я что-то подарил. Вот. А Ельцин дарил очень много. В частности, он подарил первую кнопку Березовскому. Вот. И поэтому восстановить государственный контроль над государственным же имуществом это не было поползновением против свободы слова. Это было торжество здравого смысла. Особенно, когда с помощью государственного ресурса государство же и мочат. И от него же и требует компромиссов в пользу Березовского. Согласитесь, что это абсурд. Если в пользу Березовского было снято правительство, то каким образом именно Кириенко был на руку Березовскому? Ой, ну вы меня так спрашиваете. Наверное, ему казалось, что он будет ему признателен за то, что он стал премьером. Вот. И, наверное, так сказать, он рассчитывал на какие-то преференции в свой адрес. Но Березовский же был не такой, не Наполеон. Он не мог, так сказать, мультитакс проблемы решать. Вот. Он не понимал, что это правительство столкнется сразу же с проблемой, так сказать, дефолта. Это же только кажется, что вот правительство Черномырдина довело ситуацию до дефолта, а пришел Кириенко и уже просто пожал плоды того, что уже было предопределено. Это не так. Дело в том, что летом 97 года, когда началась планомерная атака на правительство, у правительства, в общем-то, был достаточно высокий кредитный рейтинг. Ну, неформальный у инвесторов. В частности, нам Сорос там $1 миллиард давал просто под слово. На 2-3 месяца, чтобы мы долги пенсионерам заплатили. Мы честно все рассчитывались. У нас была очень хорошая, так сказать, ситуация с доверием к нам. В том числе и с доверием на рынке вот этих ГКО. Вот. И поэтому, когда у инвесторов достаточно высокий уровень доверия, то и доходность, она такая, в общем, даже с учетом той инфляции, которая была, она была контролируема. Мы этот процесс контролировали. Но по мере того, как это правительство с помощью, так сказать, Березовского и Гусинского мочили, доверие инвесторов к этому правительству падало. И через год доходность, поскольку риски в представлении инвесторов выросли, доходность стала такой, что правительство просто не в состоянии стало обслуживать этот рынок. То есть, поэтому, если бы этого мочилова не было, то не исключено, что и дефолта бы не было. И, кстати говоря, Гусинский сам себе, как говорится, навредил, потому что именно на август 98 года у него было должно быть намечено IPO группы МОСТ, Медиамост, на котором он собирался собрать $1 миллиард, который бы решил все его проблемы, ему не нужно было бы залезать в долги «Газпрома». Понимаете, да? Понятно. Вот. И все это делалось на базе доверия к тем реформам, к тому курсу, который проводило правительство Черномырдина. Но поскольку это доверие было подорвано, то мало того, что, так сказать, Россия вползла в дефолт, но еще и Гусинский сам себя загнал в долги к «Газпрому», и чем все это кончилось, вы сами прекрасно знаете. То есть вы считаете, что и Ельцин сам против себя действовал? Может быть, не понимая этого? Да, безусловно, не понимаю. Безусловно, не понимаю. Мы уже настолько в тот момент встроились в мировой финансовый и экономический организм, что такого рода, скажем так, такого рода радикальные конфликты внутри власти были недопустимы. Особенно для страны, которая, так сказать, сильно зависит от внешних заимствований. То есть вы говорите, что Кириенко не просто унаследовал ситуацию, а через 2 месяца дефолт. Ну, по-моему, в апреле пришел, да? Стал премьером апрель, май, июнь, июль, август. 5 месяцев. То есть вы хотите сказать, что за эти 5 месяцев правительство наделало столько ошибок, что это привело к дефолту? Да я думаю, что можно было что-то предпринять, конечно. Но ключевой момент, конечно, не надо было отставлять Черномырдина. Вся проблематика, скажем так, второй половины 90-х, которая, так сказать, на мой взгляд, вполне логично закончилась Путиным и Чеченской войной, второй, она вся была заложена вот летом 97 года. Когда Ельцин окончательно принял решение, что он будет поддерживать, скажем так, Березовского и Гусинского против правительства Черномырдина. Потому что ему казалось, что сохранить доверие вот этих вот медиамагнатов, в
преддверии следующих выборов важнее, чем сохранить то правительство, которое верой и правдой ему 8 лет служило. И, в общем-то, его, видимо, сумели убедить, что таких правительств у него много. Я думаю, что люди, которые его в этом убеждали, сами в это верили. Но оказалось, что это не так много. А когда вы говорите про тот момент, про 97 год, Ельцин, вы имеете в виду Ельцина непосредственно или окружение Ельцина? Я думаю, что это и то, и другое. В тот момент уже трудно было определить, какое решение Ельцин принимает, просто доверив это решение, так сказать, своему окружению, а в какой степени это решение его собственное, вполне осознанное и с пониманием всех последствий. А расскажите, что такое эта пресловутая семья? Я не очень хорошо понимал, как это все работает. Я только знал, что Юмашев и Татьяна имеют колоссальное влияние на Ельцина. И зачастую они, даже не осознавая сами этого, я думаю, что они даже пугались этой мысли, что они, собственно, и управляют страной. Им намного комфортнее было, что они, так сказать, предлагают варианты решения Борису Николаевичу, а в конечном итоге решение принимает он. И поэтому вот эта вот мысль о том, что они отдают принятие решения на откуп человеку в значительной степени уже недееспособному в силу известной болезни, она их пугает, поэтому они отрицали само влияние этой болезни. И до сих пор его, кстати, отрицают. Вот. Но если посмотреть трезво, то, конечно же, они предлагали принять решение человеку, который почти на 100% согласился бы с любым решением, которое они предлагают. Поскольку он уже был не в состоянии анализировать что-нибудь сколько-нибудь серьезно, как мне представляется. Семья — это именно Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко, или это был несколько более широкий круг? Я думаю, что доносили до Бориса Николаевича эти идеи, эти двое. А кто им подкладывал патроны, как говорится, подносил снаряды, там, наверное, вот уже расширяется эта история. Ну, разве в этот ближний круг не входил, например, тот же Чубайс? В значительно меньшей степени, особенно после отставки. В значительно меньшей степени после отставки, и у них всегда были аппаратные возможности нейтрализовать любое его предложение. Они всегда могли зайти после, они могли зайти до, они могли прийти и сказать: папа, сейчас к тебе придет Чубайс и начнет вот это вот врать, так ты ему не верь, на самом деле вот так вот и так далее. Ну, то есть, по большому счету, это значит, что семья — это только Валентин Юмашев и Татьяна Борисовна. Ну, я не думаю, что я открою Америку, если скажу, что люди, страдающие той болезнью, о которой мы с вами говорим, да, они вообще склонны ограничить круг общения только до людей, перед которыми им не стыдно, и которым они на 100% доверяют, и в лояльность которых они верят. Неважно, насколько эта лояльность действительно. Они верят, что эти люди лояльны на 100%. Вот. И поэтому, в общем-то, существование некого закрытого пула лиц, которые в тот момент влияли на принятие решений, это, в общем-то, на мой взгляд, достаточно близко к реальности. Ну, а кто туда еще входил? Березовский? Я думаю, что Березовский все свои хотелки канализировал через Юмашева и через Дьяченко. Я думаю, что непосредственного контакта с Ельциным у него почти не было. Хорошо, вот пришел Кириенко. Другой вопрос, насколько Юмашев и Дьяченко готовы были однозначно, так сказать, доносить эти желания Березовского, насколько они преобразовывались, прежде чем быть доложенными Ельцину, насколько велико было влияние Березовского на Юмашева, это, так сказать, вопрос дискуссионный. Но то, что Березовский непосредственного контакта с Ельциным не имел и сам свои хотелки не мог ему донести, я в этом почти уверен. Но Чубайс мог? Чубайс мог, но они в значительной степени были дискредитированы вот этими всеми рассказами о чудовищной коррупции Чубайса, о его, так сказать, неприличности, там, я не знаю, нечистоплотности и так далее, и так далее. Рассказанный Юмашевым про Чубайса? Ну и Машева про Чубайса со ссылками на газеты и телевизионные репортажи, которые, так сказать, создавались этими же людьми, и к ним же апеллировалось все это и так далее.
А расскажите, что это был за скандал вокруг дела писателей? Да это, слушайте, ну, я не знаю, это лица выеденного не стоит история. Чубайс, как известно, в 96 году, в январе, был отправлен в отставку. И, собственно, стал частным лицом. И в этом виде он, собственно, и руководил избирательной кампанией Ельцина. Поначалу даже, так сказать, против воли Ельцина они создали этот штаб. И потом уже все больше и больше Ельцин начинал понимать, кому реально он обязан тем, что стал снова президентом. Вот. Понятно, как начальник штаба Чубайс, так сказать, получал зарплату. Причем по государственным масштабам огромную, по бизнесовым масштабам нормальную. Я не знаю, какая она у него была, но к тому моменту, когда он закончил свою работу в качестве руководителя этого штаба, я думаю, что у него, так сказать, было несколько сот тысяч долларов. Что, в общем-то, нормально для менеджера его уровня, так сказать, решившего такую задачу. И это деньги, которые платило ему не государство и не Ельцин. Это те предприниматели, которые, так сказать, объединились вокруг него, они ему заплатили эти деньги. Несколько сот тысяч долларов за работу в штабе. За работу в За штабе. то, что он входил в штаб. Да, за то, что он его возглавлял. Вот. Я не знаю точно сколько. Вот. И потом, уже став руководителем администрации президента, насколько я понимаю, Чубайс эти деньги декларировал, налоги с них заплатил и так далее, и так далее. Он собрал нас, своих соратников, членов команды, и сказал, что вот он считает, что это деньги не только его, но и всех нас. И он считает, что он должен с нами этими деньгами поделиться в какой-то степени. В той пропорции, в которой он считает правильно. И что, так сказать, это было бы справедливо. Вот. Мы спросили его, в какой форме ты хочешь это сделать. Он говорит, я хочу сделать это в следующей форме. Я хочу, чтобы мы создали фонд защиты частной собственности, который возглавит Егор Гайдар. А вам я заплачу гонорар за написание книги о приватизации. А вы этот гонорар пожертвуете в фонд защиты частной собственности, оставив себе какую-то часть, которую каждый из вас считает нужным себе оставить. Вот. Я не знаю, как все остальные, думаю, что они поступили так же, как я. Но я лично, получив гонорар за написание там, нескольких глав в этой книге в 100 тысяч долларов, я, первое, заплатил налоги 35 тысяч, тогда не было еще плоской шкалы в 12%. Вот. Заплатил налоги 35 тысяч, оставил себе 10 тысяч, а остальное перевел в фонд защиты частной собственности как взнос. А почему тогда вся эта история вызвала такой резонанс? А потому что никто не рассказывал, что мы эти деньги пожертвовали в фонд защиты частной собственности. И что реальный гонорар за написание книги мне был 10 тысяч. А почему никто не рассказывал об этом? А потому что не было такой возможности. Потому что НТВ и ОРТ нас мочили, говоря, что мы получили баснословные гонорары каждый в 100 тысяч. Что неправда, как вы понимаете. А когда мы обратились к Лесину, который в то время возглавлял ВГТРК, и сказали, ты возглавляешь государственный канал, дай нам выступить и сказать, что это ложь. Он сказал, я не могу, мне запретили. Но даже если вы получили гонорар, я так понимаю, что это был авансовый платеж за еще не написанное, даже если это было бы так, то все равно это не должно было бы вызвать такой резонанс. Но тем не менее вызвало. Ну, получили, но вы же Да. не... Это была деятельность, которая разрешена госслужащим. Написание книг. Получение аванса – это нормальная практика. Книга была написана и издана. Какие вопросы? Гонорар, как вы понимаете, был не баснословный. Фонд защиты частной собственности еще потом долгое время функционировал. И мы оказали большое количество помощи людям, которые к нам обращались с тем, чтобы мы защищали их собственность. Мы там оплачивали адвокатов, там всякие материалы писали и так далее. Я так понимаю, что это вызвало резонанс, потому Потому что что этого хотели. обвинили вас в том, что никакой книги не было и не будет, а что это какие-то левые деньги, которые просто под видом гонорара раздали за что-то. За что? За помощь со связинвестом. За помощь кому? За помощь тому, кто раздал. Кто раздал? Чубайс. Вот как может первый вице-премьер-министр финансов нуждаться в моей помощи, который его подчинен?
и которая может все выполнить бесплатно, просто получив приказ. Условно говоря, какие-то деньги потайны, которые были заплачены Чубайсу. Слушайте, но вот когда такого рода скандалы делаются, они же ведь оперируют не логическими конструкциями. Они давят на эмоциональное восприятие людьми. И это эмоциональное восприятие там Доренко и Киселевым было использовано по полной программе. И самое главное, что эта компания была изначально спроектирована под то, что мы не сможем ответить. Что у нас не будет доступа к значимым СМИ, в которых мы могли бы, так сказать, им оппонировать и рассказывать, что это не так. И именно эту ситуацию монополии на СМИ создал Ельцин. И это называется теперь свободой слова. Понимаете, да? И мне ставят в вину, в частности, то, что я эту свободу слова разрушил. Я говорю, если это называется свобода слова, то я горжусь тем, что я ее задушил. Потому что эта свобода слова ничуть не лучше, а даже хуже той, которая есть сейчас. Понятно. Давайте сначала начнем. Идет камера, да? Главное достижение ельцинского периода в истории России, так называемых 90-х, да? Хотя они, конечно, не исчерпываются одной фигурой Ельцина, но тем не менее она, безусловно, так сказать, доминирует в этот период. Это даже не рыночные реформы, которые бы, в моем представлении, все равно случились. И они, собственно, уже начались при Горбачеве. Это он там плюрализм форм собственности создал, кооперативное движение. Это все уже началось при Горбачеве. И де-факто освобождение цен началось, поскольку появился альтернативный рынок со свободными ценами. Вот. Главное достижение Ельцина – это, конечно, Конституция 1993 года. И в этой Конституции, как вот в капле воды, отражены все его достоинства и все его недостатки. И то, что Конституция писалась под Ельцина, это все знают, и что суперпрезидентские полномочия, которые в эту Конституцию заложены, это тоже, так сказать, писалось под Ельцина. И в этом, собственно, главная ошибка, мне кажется, наших отцов-основателей этой нашей Второй Республики, да? Или какой третий. Вот. Если сталинский СССР тоже считать республикой. Хотя формально оно так и было. Вот. Нашей Третьей Республики, то вот то, что мы сейчас имеем в 2017 году с разрушенными всеми этими check and balances и, так сказать, другими свободами гражданскими и так далее, в конечном итоге вытекает из несовершенства Конституции 1993 года. Надо признать, что Путин, конечно, отрихтовал эту Конституцию серьезным образом. Но то, что эта Конституция позволила ему себя рихтовать, это тоже недостаток этой Конституции. Вот. Разрушена система выборов губернаторов, разрушен принцип формирования Совета Федерации, разрушена судебная система через назначение судей президентом. Фактически у нас нет независимой судебной власти, а она должна быть. Вот. И поэтому я уж не говорю про Думу, которая там 10 раз переделывалась способ ее избрания с мажоритарными округами, без мажоритарных округов, 7% проходной балл, 5% проходной балл. И это все, так сказать, нужно собирать подписи партиям для того, чтобы участвовать, не нужно собирать подписи. И, конечно, так сказать, та конфигурация формирования всех ветвей власти, которая существует сегодня, ничего близкого к демократии не имеет. Вот. И то, что такая возможность появилась у легитимиста Путина, который все делает по закону, как мы знаем, да? Вот. Это, так сказать, заслуга той самой Конституции 1993 года, которая фактически и является единственным наследием Ельцина, поскольку все те преобразования, которые обычно ему ставят в заслугу, в частности, свободу слова там, и так далее, там, гражданские свободы, они все постепенно уничтожены. И сегодня уже ничего не осталось от ельцинских завоеваний, кроме этой самой Конституции, которая тоже уже превращена в какого-то урода и в некую половичок, об который ноги вытирают все, кому не лень.
Вот что это было? То, что сейчас называют чехарда премьер-министров. Понятно, что Примаков был фигурой, которую можно было продать Думе, и она могла консолидировать общество на какой-то момент. Но все эти фигуры, они условно уже были в погонах, да. Это был поиск возможного преемника? Ну, я не могу вам так точно сказать. Я уже не был внутри правительства, я занимался бизнесом и являлся всего лишь наблюдателем того, что происходило, и могу об этом судить с той же дилетантской точки зрения, как и все мы. И в этом смысле мое мнение ничуть не более ценно, чем ваше или чье-нибудь другое. Вот. Ну, на мой взгляд, да, Ельцин лихорадочно искал преемника, который бы обеспечил некую преемственность, как ему казалось, курса, и какие-то, так сказать, там, разумные гарантии ему и его окружению. Вот. Откуда взялся Путин? Это вы у Юмашева спросите, он вам расскажет, откуда он взялся. Ну, у вас Из есть Питера? ну, у вас есть какой-то свой инсайт или какая-то своя версия, как появился Путин? Не знаю, я могу только предположения строить. Мне кажется, что наиболее очевидным это то, что Путин сильно помог Ельцину справиться со Скуратовым. Вот, и продемонстрировал свою решительность, в отличие от Степашина, который был тогда министром внутренних дел и не проявил должной, как говорится, энергии. Вот, и это понравилось Ельцину, ему показалось, что вот как говорится, человек, который умеет решать вопросы. Для Ельцина это было важно в тот момент. Вот. А, И тогда Ельцин его заметил, и дальше уже, так сказать, его начали пододвигать к Борису Николаевичу как возможного преемника. Но это всего лишь версия. Возможно, опять же, возможно, если все, так сказать, конспирологическое сообщество не врет, и действительно был какой-то заговор Рохлина, вот, что я, так сказать, за что купил, зато продал, то, возможно, Путин, как директор ФСБ, этот заговор в свое время раскрыл и уничтожил, как вы понимаете. И, может быть, за это Ельцин был ему благодарен. Но это не более чем предположение. Это было несколько раньше, чем война со Скуратовым. Вот. Это вам по этому поводу Коржаков рассказывает, наверное, много. Он почему-то относит себя к участникам такого рода заговора. Вот. А когда вы говорите конспирологическое сообщество, вы кого имеете в виду? Ну, это вот люди, которые всякие версии пишут там, в интернет или в газетах. И так далее. Ведь это же известная, так сказать, история про какой-то некий мифический заговор Рохлина. Может быть, он был в реальности, может, его не было в реальности, я не знаю. Но периодически всплывают некие истории про этот заговор. И эта загадочная смерть Рохлина, она только подпитывает такого рода слухи. Вот. И мне, например, совершенно очевидно, что никакая жена его, конечно, не убивала. То есть вы скорее склонны верить, что это был какой-то заговор силовиков? Я не знаю, что явилось причиной смерти генерала Рохлина, но мне не верится в то, что его убила его жена. А расскажите немножко про Лужкова. Какую роль он играл в этот момент и были ли у него реальные шансы стать президентом? Ну, мне кажется, что сам Лужков верил в то, что он может стать президентом. Но мне кажется, что это была утопия. Он бы не стал президентом. Он был слишком не молод к тому времени уже, чтобы всерьез претендовать на эту должность. Вот. Ну, не знаю, они создавали какую-то, так сказать, реальную оппозицию, пытались в Думе провести свою партию, они провели ее. Она, насколько я понимаю, второе место заняла, вот это Отечество, вся Россия. Какие-то видные губернаторы объединились. Видимо, у них была амбиция, что если они займут первое место и будут доминировать в Думе, тогда они выдвинут некого кандидата на президентских выборах. Но поскольку они не заняли первого места, и они поняли, что Думу они контролировать не будут, то у них там начался раздрай. Кто-то предлагал продолжать биться, кто-то предлагал капитулировать. Вот. Видимо, там мешались уже и спецслужбы, они показали какие-то документы участникам, как говорится, Сухаревской конвенции. Ну вот. И этот союз плавно, так сказать, слился, и они влились в партию власти, за что получили
некоторую передышку, а потом по прошествии там какого-то времени, там 10 лет, их всех постепенно убрали на пенсию. А какие отношения у Ельцина были с Лужковым? Сложные. Лужков ничего, не чужд был такого, так сказать, дешевого пиара, и он часто критиковал Ельцина, но в нужные моменты он всегда его поддерживал, когда речь шла о выборах. Поэтому я бы назвал эти отношения непростыми, скажем так. Непростыми. Ам, Скажите, а при передаче власти Путину, вы считаете, были какие-то негласные договоренности, о которых все говорят? Какие-то гарантии семье, какие-то, не знаю, обещания оставить в правительстве тех или иных людей? Ну, я не знаю, мы про 90-е или про нулевые уже говорим? Мы говорим про осень 99-го, про внезапный уход Ельцина и приход Путина. Ну, она все закончилось указом президента о гарантиях, как говорится, э, президенту и членам его семьи. Там все написано. Мне кажется, так сказать, добавить-то нечего. Там черным по белому написано, что, конечно, есть такие договоренности, которые и Путин выполнил, как я понимаю. Какие были еще дополнительно к этому договоренности? Ну, наверное, какие-то были. Наверное, какие-то были. Но я не очень понимаю, а почему у Путина должно было быть желание, если бы не было договоренности, там как-то преследовать семью Ельцина? Но те договоренности, которые в указе, они достаточно формальные. Ну хорошо, окей, допустим, существуют неформальные договоренности. Я не понимаю, а зачем нужно было такую договоренности иметь? Что, в противном случае Путин бы преследовал Наину, Ельцину и ее детей? Не очень понятно. Он не преследует Горбачева, он не преследует там, семью Черномырдина, не преследует семью Гайдара. Почему он должен был преследовать семью Ельцина, которая ничего, кроме добра, ему не делала? И сейчас уже никакого политического влияния не имеет. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, зачем вообще эти договоренности были достигнуты. Поэтому мне представляется, что кроме тех договоренностей, которые вылились в указ президента, каких-то специальных других договоренностей не было. Ну, условно, договоренности оставить Волошина, там, не трогать Чубайса никогда. Ну, в таком случае эти договоренности были нарушены. Волошина убрали буквально через 3 года. Ну, скажем так, формально, конечно, Волошин по собственному желанию ушел, но была создана, так сказать, обстановка, в которой любой человек написал бы заявление, поскольку он превратился просто в статиста. Все решения принимались через его голову, он ни на что не влиял. Более того, его иногда использовали в темную, так сказать, не ставя в известность, и вводя в заблуждение. Конечно, в таких условиях человек не мог оставаться. Мы уже затронули эту тему, но давайте чуть подробнее. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к Ельцину. Как вы сейчас оцениваете его роль? Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, насколько я понимаю, вас же интересует не мое личное отношение к Ельцину, а вас интересует мое представление о том, какую роль в истории России он играет, правильно? Поэтому, если говорить о моем личном отношении, так сказать, сразу определимся, то ничего кроме благодарности я, конечно, к нему не имею, потому что он дал мне и моим друзьям, и вообще нашему поколению самореализоваться как-то, сделать что-то значительное и так далее, и так далее. Поэтому хотел он этого или не хотел, но так или иначе он такую возможность нам дал, мы ее использовали как сумели, и поэтому, ну что я могу сказать, ничего кроме личной, так сказать, благодарности ему я не испытываю. Если же говорить о моем представлении его, какую роль он сыграл в истории России, то вот я об этом и буду вам рассказывать, и рассказывал до этого, и, собственно, вот такое мое мнение на этот счет. Оно сильно отличается от моего личного отношения к нему. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, но это мое мнение. И именно это вас интересует, насколько я понимаю. А как вам кажется, в истории останется Ельцин? Вне зависимости от того, как на самом деле. Как, по-вашему, он войдет в учебники истории? Как очень противоречивая фигура. А можно прям Ельцин останется в истории? Ельцин останется... Мне кажется, что Ельцин останется в истории как очень противоречивая фигура, как человек, который пытался порвать с прошлым и делал какие-то важные и значимые шаги на пути к построению новой России.
но в конечном итоге потерпел фиаско и вынужден был капитулировать. А сами 90-е как вам вспоминаются, скажем так, в эмоциях, в ощущениях? Что это были за годы? Мне трудно дать оценку непредвзятую, потому что я сидел внутри, как говорится, того автомобиля, который несся, как говорится, на всех парах. Мне кажется, это было очень интересное и очень увлекательное время. И то, как его сейчас мажут такими красками, что там страна, так сказать, деградировала, разваливалась, люди в нищете, там, умирали от голода. Мне кажется, что это ложь. Это было очень интересное время, которое, так сказать, еще долго будет давать почву для размышлений. И то, что тогда было заложено, оно еще выстрелит. Оно еще выстрелит. Да, это был самый большой в истории России период свободы. Даже со всеми оговорками и со всеми, так сказать, олигархами, и медиамагнатами, и ельцинскими загогулинами и так далее, все равно сейчас, когда мы знаем, что такое несвобода, а люди моего поколения еще помнят Советский Союз и знают когда ту несвободу, безусловно, это был глоток свежего воздуха. И в какой-то степени мы, безусловно, должны быть обязаны, в том числе и Ельцину, этому глотку, за этот глоток. Хотел он этого или не хотел, был ли у него это, так сказать, цель или это было средство, но так или иначе этот глоток мы получили, в том числе и благодаря ему. А можно было что-то сделать, чтобы закрепить эту, как некоторые называют, буржуазную революцию незавершенную? Можно было что-то сделать, чтобы 90-е все-таки не закончились тем фиаско, которое мы сейчас имеем? Да, конечно, конечно, конечно. А, Ельцин должен был перестать бояться конкуренции со стороны политиков, которые черпали легитимность не от него, а от народа. Ельцин хотел, чтобы он водрузил корону на следующего царя. А ему нужно было согласиться с тем, что этот царь получил корону от народа. И Ельцин должен был согласиться с любым выбором народа, а не манипулировать этим выбором. А безопасно было бы согласиться с выбором народа, если бы этот выбор пал на коммунистов, например, в 96 году? Но теперь мы понимаем, что да, безопасно. Потому что то, что сейчас построено, мало чем отличается от того, что построили бы коммунисты. То есть хуже бы не стало. Нет, ну говорили, что есть расстрельные списки, будут вешать на столбах, вернется 37-й год. Это говорили в 96-м, в 99-м так уже не говорили. Коммунисты уже были не те, и они опирались на совершенно другие слои электората, которые уже не были так кровожадны. Вот. А в конечном итоге списки уже составлены, и расстрелы идут. Поэтому и опять же было бы не хуже. Но я уверен, что в 99 году ни о каких коммунистах бы не было бы и речи. Конкурировало бы что-нибудь... Если бы Ельцин не так активно слушался медиамагнатов и не зачищал политическую поляну, начиная с 97 года, так тщательно, как он ее зачистил, что остался только Аксененко, Степашин и Путин. Выбор, который, так сказать, нельзя было еще и представить в 97 году, да, всего лишь за 3 года до выборов. Вот. Я думаю, что битва была бы между неким таким коллективным ставленником московско-татарско-башкирской группировки и ельцинской группировки. Ну, условно говоря, между Явлинским и Немцовым. Что-нибудь в таком духе. Или, как вариант, между Примаковым и Черномырдиным. Или между Лужковым и Черномырдиным. Если вы хотите некий более возрастной тандем. Вот так вот как-то. В любом варианте из этих вот вариантов. Немцов, Черномырдин с одной стороны, и с другой стороны там Примаков, Лужков, Явлинский. Что-нибудь в таком духе. А последний вопрос тогда. Вы с Ельциным непосредственно, лично ведь соприкасались? Крайне редко.
У вас было ощущение, что это был человек, обладающий какой-то особой харизмой или какими-то качествами, которые позволили ему стать первым человеком в такой огромной стране? Нет, у меня такого ощущения не было. Он мне очень напоминал моего деда-фронтовика. Вот, поэтому я вот в нем видел своего деда и по мимике, по жестикуляции, по этим оторванным пальцам на руке. И я не мог абстрагироваться от этого. Мой дед был, так сказать, слесарь, столяр, вернее, так сказать, простой абсолютно человек, достаточно обаятельный, но никакой харизмы я в нем не замечал. Спасибо большое.